Пока разделываем тыкву, как по-другому сказать? Я же включила. Не скрипи, муж. Нужно разделать тыкву. Всем привет, я рада видеть вас на своем канале. Я думаю, вы уже из названия видео поняли, что нас ждут сегодня вкусные, уютные осенние рецепты. Я постаралась выбрать для сегодняшнего видео такие блюда, в которых практически во всех содержится тыква в том или ином виде. И когда я искала эти рецепты, я была удивлена, сколько всего можно приготовить из одной тыквы. В инстаграме я проводила опрос, какие блюда вы хотели бы, чтобы я приготовила, десерты, вторые блюда, либо какие-то напитки, может быть завтраки. И большинство проголосовало за то, чтобы я показала все, поэтому я так и сделала. И давайте начнем с завтрака. И по плану на сегодня драники из тыквы. Их готовить очень просто и быстро, как бы вам, возможно, не казалось. Если готовить на один раз и на одну порцию, это не займет больше 15-20 минут. Погнали! Для тыквенных драников нам понадобится, конечно же, тыква, одно яйцо, мука и соль. Тыквы нам нужно всего 170 грамм и необходимо натереть ее на мелкой терке. Все-таки нам для этого дела понадобится мужская сила. Да, разделать тыкву не такая уж и простая задача, так что если у вас в арсенале имеются мужские руки, самое время их позвать. После того, как разделали тыкву, очищаем ее от семечек. Я это делаю рукой, но, по правде сказать, удобнее будет воспользоваться ложкой. У нас происходит замена доски, потому что на той неудобно резать. Я хочу ее разделить еще на более мелкие части, чтобы удобно было почистить от кожуры и натереть на терке. Аккуратно очищаем кожуру. Можно воспользоваться либо ножичком, либо специальной овощечисткой. Аккуратно, потому что в этой процедуре легко можно остаться без ногтя или части пальца. После натираем часть тыквы на мелкой терке и отмеряем примерно 170 грамм. Именно столько нам понадобится на 2 порции. Если у вас нет весов, то это примерно вот тот маленький кусочек, который я терла. Затем добавляем к тыкве одно яйцо, щепотку соли и 2 столовых ложки муки. Всю эту смесь тщательно перемешиваем. Должна получиться примерно вот такая консистенция. Теперь ставим разогреваться сковороду и добавляем масло. Я использую кокосовое, а вы можете любое другое, какое вам нравится. На разогретую сковороду выкладываем нашу смесь и стараемся сформировать симпатичные драники. Правда, у меня это плохо получается, как вы можете видеть, они какие-то кривовастенькие. Обжариваем до золотистой корочки с каждой стороны примерно 4-5 минут. А как наши драники будут готовы, снимаем их и кладем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Далее приступаем к сервировке. Я буду подавать драники со шпинатом и авокадо. Половину авокадо нарезаем на дольки, а на шпинатную подушку выкладываем наши драники. Добавляем ложечку творожного сыра и не забываем приправить авокадо. В моем случае это просто соль и перец. Кстати, драники получились очень вкусными и нежными. Можете смело готовить двойную порцию, особенно для вашего мужчины. Не переживайте, наша тыква не пропадет, и мы из нее еще много что приготовим. И сейчас я предлагаю сделать знаменитый американский тыквенный пирог. Для этого нам понадобится тыквенное пюре, его приготовить проще простого. Давайте покажу. Пока мы разделываем тыкву, включите духовку на разогрев 200 градусов. Как вы видите, тут я уже более подготовлена и вооружилась ложкой. А для того, чтобы нарезать тыкву, мы снова пригласим мужские руки. Нарезаем тыкву примерно вот на такие небольшие кусочки. От кожуры можно не очищать, мы с ней разделаемся чуть позже. Для начинки нам понадобится 500 грамм тыквенного пюре. Это примерно 800 грамм обычной сырой тыквы без косточек, но с кожурой. Берем противень и фольгу.
И раскладываем наши кусочки. И наливаем на дно немножко воды. И сверху еще накрываем фольгой. Убираем в разогретую духовку примерно на час. Пока запекается тыква, давайте приготовим тесто для тыквенного пирога. В его основе лежит песочное обыкновенное тесто. Я здесь уже приготовила все ингредиенты, и я пропишу их количество где-нибудь здесь или здесь. В общем, давайте начинать. Просеиваем муку и сахарную пудру, а также соль. Дальше берем сливочное охлажденное масло и нарезаем его на кубики. Масло должно быть именно мягким, а не растопленным, иначе тесто у нас получится не той консистенции. И добавляем эти кубики в муку. Для следующего шага нам понадобится высоко закатать рукава и приготовиться к грязной работенке. Необходимо размять это масло, перемешать его с мукой и получить однородную массу. Вообще, я просто обожаю делать тесто руками. Это же просто какой-то антистресс. Также я бы хотела отметить, что тесто нужно приготовить, постараться приготовить достаточно быстро, чтобы масло слишком сильно не растаяло от тепла наших рук. Переминаем тесто примерно вот до такой крошки и добавляем туда ледяную воду с лимонным соком. И замешиваем теперь тесто. Когда после твоей готовки в раковине уже просто нет места. Вот такое тесто у нас примерно получается. Теперь его нужно убрать в холодильник, завернем его в пленку. Немножко делаем его плоским, чтобы оно быстрее подстыло. И убираем в холодильник примерно на 40-60 минут. После того, как тыква запеклась, ее нужно остудить. И теперь мы с помощью ложки отделим мякоть от кожуры. Это сделать очень просто. Не то, что от сырой тыквы пытаться отодрать кожуру. Здесь у меня тыквы больше, чем нужно, потому что я еще запекла ее для другого рецепта, который вы увидите дальше. Теперь эту тыкву нужно проблендерить, чтобы пюре у нас получилось однородным. Берем это пюре в холодильник, чтобы оно охладилось. А пока оно охлаждается, разберемся с тестом. Тесто уже холодненькое. Присыпаем нашу поверхность мукой и раскатываем примерно 4-5 мм в толщину и под размер нашей формы. Теперь аккуратненько закручиваем тесто на скалку. И распределяем нашу форму. Теперь делаем дырочки в форме, чтобы тесто пропекалось равномерно и не надувалось. Берем пергамент и сминаем его, чтобы он был более податливый. И укладываем туда что-нибудь тяжеленькое. У меня это будет рис, вы можете использовать фасоль или смеси. И теперь убираем в духовку запекаться при температуре на 180 градусов примерно на минут 20-30, чтобы тесто только слегка подрумянилось, потому что позже мы будем его еще допекать с начинкой. А сейчас вернемся к начинке и доделаем ее. Теперь отмеряю 500 грамм пюре. Пока отставим это в сторону и займемся яйцами. Нам нужно 3 яйца, коричневый сахар, белый сахар я использую,
Размешиваем это все венчиком, взбивать не нужно, просто хорошо тщательно размешать, но может до появления пузырьков. Теперь добавляем половинку чайной ложки корицы, 1/4 чайной ложки мускатного ореха, 1/4 ложки кориандра, кардамона, 1/4 ложки имбиря. Дальше добавляем цедру одного апельсина и одного лимона. И еще немножко добавляем экстракта ванилина. Теперь все это соединяем. Запахи, конечно, невероятные. Нам еще нужно сюда добавить 15 грамм кукурузного крахмала, но я его в магазине нигде не нашла и заменю его просто на кукурузную муку. И 160 грамм жирных сливок, у меня это 36% сливки. Вот так сейчас у нас выглядит форма, она до конца не допеклась. И заливаем туда начинку. Немножко встряхиваем, разравниваем и убираем в духовку примерно на 40-60 минут, но нужно наблюдать. Начинка должна только слегка подрагивать, а в принципе она должна схватиться. Прошло только 30 минут, но кажется, что наш пирог уже готов. Вот начинка слегка подрагивает. Да. Теперь пирог нужно остудить, а в идеале вообще его подают охлажденным, так что после того, как остынет после духовки, его можно брать на пару часиков в холодильник. Пока у нас запекается основа для тыквенного пирога, я решила поставить дрожжевое тесто для нашего следующего рецепта для синнабончиков. Для этого нам понадобится 375 мл молока, пакетик дрожжей, у меня 14 грамм, соль и сахар. Нам нужно теплое молоко, поэтому я его сейчас быстренько подогрею. Это нужно, чтобы дрожжи активизировались и начали действовать. Такую процедуру, как опару, можно не проводить, если вы уверены в ваших дрожжах, в качестве их. Я не уверена, поэтому мы это сделаем. Добавляем 3-4 столовые ложки сахара и примерно половинку чайной ложки соли и пакетик дрожжей. Все перемешиваем хорошенько. Закрываем пленочкой, убираем в теплое место на минут 15-20. Должна подняться такая шапочка и опуститься. Тогда, значит, дрожжи рабочие. Теплое место у нас в доме будет рядышком с духовкой. Дрожжи мои подошли. Вот так они выглядят. Еще раз вам покажу. Я переложу все в емкость побольше, чтобы было удобно месить. Буду использовать уже для замешивания силиконовую лопатку, а не венчик, чтобы не повредить тесто. Для дрожжевого теста нам понадобится 700 грамм муки, 80 грамм сахара, 125 миллилитров растительного масла, 250 грамм тыквенного пюре и, конечно же, наша опара. Добавляем 125 миллилитров растительного масла, остатки сахара и остатки тыквенного пюре. Здесь, наверное, по рецепту нужно 250 грамм, у нас, наверное, грамм 300-350, да? Короче, я добавляю все, чтобы это не пропало. Муку буду вмешивать постепенно и просеивать еще через сито.
Как вы можете видеть, мне пришлось в тесто добавить еще немного муки, потому что я использовала больше тыквенного пюре, чем было в рецепте. Поэтому, если вы видите, что ваше тесто получается достаточно жидковатым, не бойтесь, добавляйте муку. Теперь перекладываем все на поверхность и будем уже месить тесто. Месить тесто нужно до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Если тесто перестало прилипать, значит оно готово. Пока я замешивала тесто, муж мне помыл форму. Сейчас отправим тесто туда подниматься. Примерно будет оно подниматься час-полтора. Сейчас еще закрою все это пленкой и уберу в теплое место, вот туда, в духовке. У нас небольшая смена локации, обстановки, потому что мы прибрали уже свою импровизированную студию, потому что к нам должны прийти гости. Слишком много, потому что я уже устала. Прошел где-то час. Тесто поднялось, очень хорошо даже поднялось, поэтому сейчас будем его раскатывать и делать сами булочки. Сначала подготовим начинку, для этого нам понадобится 200 грамм коричневого сахара и 2 столовых ложки корицы. Можно, конечно, добавить и больше, если вам хочется, мне вот хочется. После чего это все хорошенько перемешиваем в однородную смесь. Также нам еще понадобится сливочное масло для смазывания теста, примерно 100 грамм, и его необходимо заранее растопить. Присыпаем поверхность мукой и раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной примерно 3 мм. После чего смазываем его растопленным маслом, кроме одного края вдоль длинной стороны на ширину примерно 1,5 см. Это нужно, чтобы в конце мы смогли скрепить его. Далее посыпаем весь наш пласт смесью из сахара и корицы и тщательно разравниваем, стараемся распределить все это равномерно по тесту, чтобы везде было одинаковое количество начинки. И скручиваем тесто вот в такой рулетик, начинаем от смазанного края и как раз двигаемся к тому краю, который мы не смазали, и защипываем его. Я буду разрезать, используя нитку, чтобы срез был ровненький. И теперь просто перекрещиваем, так, жух, и все. Красавчики. У меня получилось сколько? 12 булочек, 13. Сейчас нужно подождать, чтобы они поднялись. Я их накрою полотенчиками, и 30 минут они постоят перед тем, как их закладывать в духовку. Прошло 30 минут, наши булочки вот так вот поднялись, набрались сил и теперь готовы к запеканию. Еще я вам хочу показать рецепт осеннего напитка. Это облепиховый чай с апельсином. Его супер быстро приготовить, и можно сделать также заготовку, что в дальнейшем вообще в разы ускорит этот процесс. Для рецепта нам понадобится облепиха. Здесь 300 грамм замороженной облепихи, 1 апельсин, один, потому что у нас в холодильнике остался только он. Можно добавить на свой вкус и больше. И понадобится блендер, чтобы это все смять. Для начала разморозим ягоды, зальем их кипятком и потом проблендерим. Чтобы ягоды растаяли, вообще много времени не нужно, их хватает только залить и просто слить воду. Далее очищаем апельсин от кожуры и нарезаем на дольки. Можно, конечно, от кожуры не избавляться, если вам так нравится. Я решила, что буду без нее. Ну все, осталось сделать
бжинь-бжинь. И наш супер витаминный напиток готов. Вот такая консистенция у нас получилась. С 300 грамм облепихи одного апельсина получилось где-то 300 миллилитров вот такой смеси. Сейчас мы из одной части сразу сделаем чай, а другую заморозим. Я думаю, формочки 2-3 получится. Это как раз на один чайничек. У меня получилось 3 формочки, остальное я оставила сейчас попить чай, а это убираю в холодильник. Все, наш витаминный отвар, можно сказать, готов. Я надеюсь, вам понравились сегодняшний рецепт, и вы обязательно что-нибудь попробуйте приготовить самостоятельно. Ставьте пальчики вверх и делитесь, какой рецепт понравился вам больше всего. Спасибо за просмотр. Пока-пока.